Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, то есть человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас четверг, 22 июня, выпуск промежуточный. Так как не вышел у нас выпуск в пятницу, я думаю, что вы заметили, что уже вторую неделю, извините, выпуск в среду, я уже заговариваюсь. Так как не вышел выпуск в среду уже вторую неделю, значит, свои вопросы оставляйте в комментариях к этому выпуску, и на них я отвечу уже либо завтра вечером, либо в субботу. Времени, вы сами понимаете, я уже каждый раз объясняю, я уверен, что вы прекрасно знаете, времени катастрофически не хватает, события начинают развиваться очень динамично, происходит много важных событий, и надо на них реагировать оперативно. В том числе некоторые из этих событий обсудим сегодня. Еще раз повторяю, что свои вопросы оставляйте в комментариях к этому выпуску. Перед тем, как задать вопрос, пишите слово «вопрос», либо ставьте знак вопроса и дальше формулируйте. Но самые популярные по рейтингам YouTube, еще раз подчеркиваю, выбираю исключительно по рейтингам YouTube, ставлю сначала популярные и отвечаю. Я думаю, что вы алгоритмы знаете, и ни в коем случае не обижайтесь, если ваш вопрос был пропущен, все претензии к рейтингам YouTube. Так, перейдем к сегодняшним темам. Сегодня интересные заявления сделали Патрушев и Шойгу, рассказали, извиняюсь, о невероятных успехах российских войск. Патрушев в унисон с Шойгу рассказал полную ахинею. Все, конечно, игра на публику, все на наблюдателя внутреннего прежде всего. Я имею в виду внутренний наблюдатель, а прежде всего российский зритель. Ну и во вторую очередь, конечно, внешний наблюдатель. Ну, внешнего наблюдателя удивить мало чем можно. Спецслужбы западных стран, да и руководство большинства западных стран прекрасно знают потери украинских войск и техники, имеют великолепное представление о том, что происходит. И, конечно, рассказами о том, что были уничтожены там 3 миллиарда танков и 8 миллиардов людей, ну, конечно, полная глупость. Надо, опять-таки, отдать должное. Патрушев немножко скорректировал данные, рассказав, что всего 9 леопардов были уничтожены. Тогда как человек, похожий на президента России Владимира Путина, рассказывал о каких-то несметных количествах уничтоженных леопардов, и, по-моему, Патрушев сказал 15 уничтоженных Брэдли. Но Путин, вернее, не Путин, а человек, похожий на Владимира Путина, плюс Шойгу рассказывали, Коношенко рассказывали о каких-то то ли 300, то ли 400 уничтоженных Брэдли, причем задолго до того, как Брэдли были поставлены Украине. Выглядит все, конечно, очень интересно, но надо понимать, что ситуация не настолько радужна, конечно, как описывают для российских войск, прежде всего для российского руководства, так как описывают нынешнее российское руководство. Пригожин вчера у себя в своих информационных ресурсах обрисовал довольно четко ситуацию. Абсолютно объективно рассказал, что происходит. Кто хочет, может послушать, я не хочу рекламировать этого человека. Но, тем не менее, если хотите знать то, что происходит на поле боя более-менее объективно, надо понимать, что во время войны, конечно, обманывают со всех сторон. Я имею в виду спикеры военные обманывают со всех сторон. Украинская сторона преуменьшает свои потери, преувеличивает противника, то же самое российская сторона преуменьшает свои, преувеличивает противника. Надо опять-таки отдать должное. Украинская сторона все-таки ближе к реальным цифрам декламирует, по крайней мере, то, что сами считают нужным. Но, опять-таки, цифры очень, очень приблизительно похожи на правду. И Пригожин, то, что говорит, цифры очень приблизительно похожи на правду. Помимо Пригожина, мы уже неоднократно говорили, что Стрелков более-менее адекватно оценивал ранее ситуацию. Сейчас, как я понимаю, Стрелкову не до фронта, либо не до оценки ситуации, но в последнее время какую-то ерунду несет.
в целом не сильно, не сильно отображающие действительность. Еще раз повторю, не все так радужно, как полагает нынешнее российское руководство, по крайней мере, представляет это для публики, с контрнаступлением украинских войск. Да, оно идет не теми темпами, на которые многие рассчитывали, тем более, что довольно долго рекламировали это контрнаступление. Довольно долго оно было в информационном пространстве, и были большие надежды. Как помните, да, у произведения Чарльза Диккенса «Большие надежды», так и у многих появились большие надежды на то, что контрнаступление будет молниеносным э, и очень уж результативным. Ну, нет. Больших результатов придется подождать. Да, это по этой теме пока все. Да, можно еще было бы объяснить, я вот на секунду задумался, стоит ли обсудить ночной удар по мостам, который совершила Украина в попытке перекрыть возможность сообщения Крыма с Херсонской областью. Но мы на сегодняшний день это обсуждать не будем. С Херсонской и Запорожской областями, конечно же, оккупированными. Пока там на сегодняшний день особо ничего кроме громких взрывов, ничего существенного не произошло. Как я понимаю, в течение довольно короткого времени попытается российская сторона восстановить возможность коммуникации. Со своей стороны, украинская сторона будет пытаться, вероятно, опять бить по этим же целям. На сегодняшний день ничего экстраординарного. Так. Теперь по поводу зерновой сделки. Российская сторона будет пытаться выйти из зерновой сделки, украинская сторона будет пытаться, конечно, эту зерновую сделку продлить. Надо понимать, что в этом плане фактически поставлена точка. Дали возможность Эрдогану выиграть выборы, сделали все возможное для того, чтобы ему помочь. Не скажу, что это имело там критическое значение, зерновая сделка для переизбрания Эрдогана, тем не менее, довольно значительную роль сыграла. Эта сделка, и, в принципе, положительный имидж Эрдогана как человека, который на международной арене решает вопросы, ну, в какой-то мере, вероятно, все-таки помогла ему. Сейчас Эрдоган уже не сильно заинтересован. Понятно, что экономически это интересная вещь, но долго убеждать Путина в том, чтобы поддерживать эту сделку, он не сможет. Он и так выжил все возможное для него. Извините. И пока нет таких возможностей. Пока нет таких возможностей давить дальше. Как будут развиваться события в этом плане, насколько серьезно будет он давить, увидим. Теперь перейдем к ядерным угрозам. Ядерные угрозы действительно становятся все более и более обширными. Зеленский сказал, что российское руководство готовит теракт на Запорожской АЭС. Я не могу сказать, что это действительно актуальный вопрос для нынешнего российского руководства. Действительно, там все подготовлено для того, чтобы это устроить, но на сегодняшний день такие планы, скажем так, они хоть и актуальны для обсуждения, но нет распоряжения к их реализации. Тогда как планы касательно Курской АЭС все же остаются на плаву. По большей части нам удалось затормозить, либо совсем заблокировать некоторые вещи в этом кейсе. И вы извините, что я уж так говорю. Я имею в виду, называя это такими словами. Но надо понимать, что все равно опасность остается опасность и по поводу техногенной катастрофы на Курской АЭС, и по поводу техногенной катастрофы на рукотворной, конечно же, на Запорожской АЭС. Путин может сыграть в так называемую китайскую ничью, да?
Я думаю, что многие из вас помнят, в Советском Союзе так называлось, когда играешь в шахматы или в шашки, просто сбрасываешь все фигуры с доски, называлась китайская ничья. Так вот, сбросить все фигуры с доски, устроив одновременно техногенную катастрофу и на Курской, и на Запорожской АЭС, таким образом заблокировав любое контрнаступление Украины, ну, да, на какое-то время, но все же заблокировав, и в то же время выставив себя жертвой, когда пострадает не только Украина и соседние страны, но и в первую очередь Россия, когда в смысле техногенной катастрофы на Курской ГЭС. Конечно, вариант был бы катастрофичен для России, для Украины и для соседних стран. Э, Катастрофу ощутили бы люди во всей Европе, в части азиатских стран. Это, конечно, было бы фатальной ошибкой со стороны президента России Владимира Путина, но так как он находится в неадекватном состоянии, скажем откровенно, принимает решения, ну, такие, э, скажем, крайне негативного свойства, не исключено, что очередной раз моча стукнет ему в голову и может отдать подобное распоряжение. Будем стараться всеми силами блокировать любые возможности президента России в этой области. То же самое будем стараться блокировать любые возможности по нанесению удара тактическим ядерным оружием. Вопросы актуальны, еще раз повторяю, вопросы на поверхности. Такие вопросы действительно обсуждаются. Как только будут какие-то решения, либо будет подвижка к каким-то решениям, мы обязательно вам сообщим. Так, это все, о чем я вам хотел рассказать на сегодняшний день. Оставляйте свои комментарии, то есть свои вопросы в комментариях к этому выпуску, и завтра к вечеру, либо в субботу днем я отвечу на них. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Я уверен, вы об этом помните. Всего доброго, до свидания.